Всем привет, друзья рыбаки! Какая-то дождливая выдалась эта весна. Нет никакого спасения от этих дождей. Как только мы собираемся на рыбалку, так сразу на этот день прогнозируют ливни. И сегодняшний день тоже не исключение. На середину дня снова передают ливень. Но уже надоело сидеть дома в шумном городе. Хочется на природу, хочется к воде. Поэтому мы встретились в 4 утра и решили поехать разведать новое место. Ну и заодно попробовать там половить, пока не начнется дождь, который нам обещали уважаемые синоптики. В общем, сегодня мы решили впервые приехать на Жуков остров. Лично нас это место заинтересовало тем, что с одной стороны протекает русло Днепра, а с другой стороны через дорогу находится шикарный довольно большой залив. И все это с очень красивой природой и красивыми видами, если не обращать внимания на тот невероятный срач, который там организовали люди-свиньи. Ведь если б я не знал, где находится городская свалка, я бы подумал, что это именно здесь. Но не будем сейчас о плохом. Давайте вернемся к рыбалке. Итак, когда мы подъехали к воде, то практически сразу нашли свободное место на троих. Раскладывать стулья и удилища начали с такой скоростью, что даже забыли замешать прикормку. Да, мы действительно очень спешили, потому что хотели успеть половить до обещанного дождя. Прикормочный замес у нас получился простой, но довольно разнообразный, потому как все прикормки от разных производителей. Это была не специальная задумка, просто так получилось. Сегодня мы взяли с собой один пакет прикормки Флагман Фидер холодная вода, один пакет Мегамикс черная плотва, один пакет Brain плотва. Кстати, на данный момент прикормка Brain уже не производится, но у нас остался один пакет из старых запасов. И также мы решили добавить один пакет зерн конопли. Как и в большинстве случаев, прикормку будем готовить по классической схеме с двумя увлажнениями. Теперь, что касается точки лова. Заклипсовались мы на расстоянии 40-43 метра от берега, потому как именно на такой дистанции диппер показал рыбу как раз на выходе из ямы. Место показалось действительно перспективным. Хочу порекомендовать напиток, который набрал большую популярность среди рыбаков и охотников. Это травяной бальзам Herbal Park. В его состав входит более 17 компонентов, в числе которых 13 видов трав, натуральные соки и мед. Herbal Park имеет приятный травяной вкус и обладает невероятным согревающим эффектом. Мы довольно часто берем его с собой на рыбалку, а особенно если планируем ловить ночью или когда прогнозируют сырую холодную погоду. Бальзам Herbal Park можно пить как в чистом виде, так и добавлять в горячий чай для более быстрого согрева. А теперь встречайте еще два новых вкуса: освежающий цитрус и непревзойденный ароматный кофе. Когда мы все подготовили и наша прикормка полностью увлажнилась, мы сразу же приступили к рыбалке. В качестве монтажа мы все использовали патерностер. Крючки ставили 12 и 14 номера, а вот леску для поводков пришлось брать 0,16, потому как более тонкие лески моментально рвались из-за резкого выхода из ямы, на котором было полно мелкой ракушки и камней. Из наживки у нас был белый и красный опарыш, а также красный червь, и периодически еще подсаживали шарик пенопласта, чтобы приподнять крючок от дна. Вот и полетели в воду наши кормушки, но не успели они приземлиться, как у Паши сразу последовала уверенная поклевка. Конечно, это непередаваемые ощущения, когда получаешь первую поклевку на новом месте. Это оказалась небольшая плотва, которая клюнула на красного опарыша.
Таким образом, Паша открыл нашу сегодняшнюю рыбалку, и тем более, что у него это первая рыбалка в этом году. Мы с Владом, конечно же, его поздравили и с еще большим азартом принялись ловить. Отправляли в воду кормушку за кормушкой. Практически на каждом забросе пробовали разные комбинации наживок, но рыба к нам так и не подходила. А тем временем Паша получал поклевку за поклевкой. Конечно, не все поклевки были результативны, но тем не менее они были. У нас же пока тишина. Паша, у тебя уже какая по счету поклевка? Ну, если первую, то поклевка была 4-я или 5-я. Да, ситуация такая, что у нас с Владом еще ни одной поклевки не было за это время. У Паши уже вот 4-я или 5-я поклевка. Вторая рыба. Да, было пару сходов там. Это у нас густера. В общем, вся наша последующая рыбалка проходила в таком же режиме без изменений. А в скором времени стремительно начала портиться погода, и мы решили собираться, чтобы не намокнуть самим и, самое главное, не намочить вещи. Тем более в этот раз нашей основной целью была не так рыбалка, как разведка нового интересного места на будущее. Правда, под конец мне все же удалось получить 2 результативные поклевки небольшой густирки, и меня это очень обрадовало. Вообще, эта небольшая рыбалочка в очередной раз нам показывает, что рыбалка – это довольно непростая и до конца не изученная наука. Потому как очень часто происходит так, что стоите вы с товарищами плечом к плечу, делаете все одинаково, как по шаблону, но при этом клюет далеко не у всех. Возможно, именно эта неизведанность и непредсказуемость так сильно затягивает нас, рыбаков, и мы снова и снова оказываемся у воды с палкой в руках. Я считаю, что данная поездка была очень полезной и результативной. Места здесь действительно интересные и перспективные. Мы обязательно будем сюда приезжать, а особенно когда закончится нерест и пойдет лещ. Почему-то нам показалось, что такие глубины и рельеф дна должны его привлекать. В общем, не будем загадывать, надо пробовать. Ведь не зря говорят, что не клюет у того, кто не на рыбалке. Единственное, что огорчает, и я не могу об этом не говорить, так это отношение человека к природе. А особенно, когда этот человек рыбак. И, к сожалению, таких рыбаков много. Об этом говорит бесчисленное количество пустых пачек от прикормки, которые валяются по всем берегам страны. Понятно, что эти упаковки – это лишь капля в море того мусора, который мы видим. Но давайте хотя бы в рыболовном мире наведем порядок. Замешал прикормку, поклади упаковку в сумку. И не потом как-нибудь, а сразу, потому как ветер ждать не будет. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на канале. И не забывайте подписаться на наш официальный Instagram. До новых встреч, всем пока!